Друзья, сегодня готовим торт Наполеон. Я его готовила в первый раз. Мне было самой это очень интересно, получится или нет. Получилось замечательно и очень-очень вкусно. Я очень долго выбирала рецепт и крем. Идеальное сочетание. Берем сливочное масло, чтобы оно быстрее растаяло. Я его порезала на кусочки и оставила, чтобы оно у меня размягчилось. Муку можно просеивать, а можно и не просеивать. Разницы не будет никакой. Затем мы смешиваем масло с мукой и будем перетирать его в крошку, чтобы получилась равномерная такая маслянистая крошка. Я это делала руками, мне это было удобнее так. Поэтому вам советую то же самое. Зато вы увидите, что у вас все комочки получились одинаковые. Ну вот, наша крошка готова. Посмотрите, какая она получилась. Теперь делаем жидкую массу. Берем стакан с мерочками, добавляем туда яйцо, уксус и ледяную воду. И наливаем воды столько, чтобы получилось 250 мл. Затем смешиваем жидкую массу с сухой массой и начинаем делать тесто. Делим тесто на 10 колобочков и убираем на 2 часа в холодильник. А в это время начинаем делать крем. Берем кастрюльку, кладем яйцо, сахар, добавляем сюда крахмал и начинаем все хорошенько размешивать. Размешиваем так, чтобы у нас не было ни одного комочка, потому что там же крахмал. Вот я это все размешиваю. Получилась вот такая вот однородная масса. Теперь сюда нам нужно добавить горячее молоко. Молоко я сделала горячим в микроволновке. И вот так вот частями мы добавляем в эту массу молоко, чтобы у нас все равномерно разошлось. Это очень важный момент, чтобы не было ни одного комочка. Теперь мы нашу кастрюльку ставим на средний огонь и начинаем все хорошенько мешать и нагревать наш крем. И ждем, когда же у нас появятся вот такие вот бульбочки. Смотрите, видите, они уже получились. Вот они. Все, убираем крем с плиты и остужаем его немножко. Нужно добавить сюда еще сливочное масло, пока у нас крем не остыл полностью. Все хорошенько размешать, накрыть пленкой и поставить остужаться. Все, убираем крем. За это время, когда у нас крем остужается, у нас уже прошло 2 часа, и мы начинаем делать коржи. Тесто очень хорошо раскатывается, оно очень мягкое, податливое, эластичное, поэтому очень быстро его можно раскатать. Берем тарелку, обрезаем лишние вот такие вот краешки. Я убираю тарелку очень осторожненько, потому что коржи у нас очень тоненькие. Я переношу на пергаментную бумагу, вот так вот накалываю вилочкой и все. И кладу это на противень. Выпекаем при температуре 200 градусов до золотистого цвета. Коржи испеклись, они получились практически все одинакового размера. Один коржик у нас был из обрезков, поэтому мы его накрошим для посыпки нашего торта, для украшения нашего торта вот в такую крошечку. А теперь заканчиваем делать крем. Я беру сливки, у меня были кондитерские сливки, они были уже сладкие, поэтому можно взять или кондитерские сливки, или же обычные сливки с сахарной пудрой, взбить их, а затем частями мы будем добавлять сюда наш заварной крем и взбивать в несколько этапов, несколько раз. Я 3 раза добавляла заварной крем в сливки. Крем получился очень такой плотный, очень хороший. Он хорошо держал форму. Ну вот, крем у нас уже готов. Кстати, очень хороший, очень универсальный. И мне кажется, этот крем пригодится для любых тортов. Теперь собираем торт. Посыпаем его крошкой. Можно украсить его фруктами, сахарной пудрой. Можно и пудрой, и
фруктами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Будет много очень интересных простых рецептов. Всего доброго, удачи вам, друзья. Пока-пока.